Доброго времени суток! Приветствую подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор. На обзоре у нас микрофон HyperX Quadcast S. Давайте перейдем к распаковке. Перед нами коробка с микрофоном. Первый раз буду скрывать на камеру. Пломбы еще не поврежденные. Микрофон я купил для себя, для личного пользования. И здесь сам микрофон. Смотрите, здесь очень удобное отверстие, кстати, сделано. Видите, чтобы можно было потянуть и вытащить его из коробки, потому что он довольно увесистый. И вот перед нами микрофон. Здесь два таких поролона для того, чтобы безопасно перемещать его в доставке. Давайте посмотрим, ищем его. Красавец микрофон. Вот он такой вот. Металлическое основание. Металлическое основание, а сам микрофон, по-моему, из пластика. Так, довольно-таки увесистый. Здесь кабель питания. Кстати, уже на этой версии S он идет с Type-C. На первой версии просто Quadcast без S, который горел только лишь красным светом. Он был мини USB. Здесь уже Type-C. Довольно-таки длинный кабель. И здесь еще имеется переходник, чтобы можно было подвесить микрофон на кронштейн. Давайте подключим его и посмотрим. Итак, друзья, как вы видите, микрофон я подключил к компьютеру. Он включился. Об этом свидетельствует его RGB подсветка. Сейчас в данный момент я записываю уже на него. То есть мой голос записывается непосредственно на новый микрофон. Я установил громкость на регуляторе снизу, как вы видите, по центру. То есть это среднее значение. Сижу на расстоянии приблизительно 60 сантиметров от микрофона. И вот сейчас вот вы сможете воочию убедиться в качестве записи. То есть я не использую никаких спецнастроек или каких-то дополнительных изменений качества записи. То есть просто подключил к компьютеру и начал сразу записывать. Итак, давайте поподробнее о данном микрофоне. HyperX Quadcast S – это полнофункциональный автономный микрофон, который предназначен для начинающих стримеров или подкастеров, которым необходим конденсаторный микрофон с высоким качеством звука. Микрофон оснащен собственным амортизирующим подвесом, который помогает снизить шум окружающей среды. Также есть встроенный поп-фильтр, с помощью которого можно приглушить надоедливые взрывные звуки. Подставка микрофона изготовлена из металла и имеет прорезиненное основание, что обеспечивает надежное сцепление с поверхностью стола. Корпус микрофона изготовлен из матового черного софт-тач пластика. Включить или выключить микрофон можно простым прикосновением к верхней части. Подсветка включена, микрофон работает. Выключена, микрофон отключен. Снизу расположен регулятор со шкалой, указывающей направление вращения для увеличения или уменьшения чувствительности микрофона. Чуть выше входа для кабеля питания расположился вход для наушников 3,5 мм. Очень удобная штука для работы с голосом. Подключив наушники к микрофону, можно в режиме реального времени мониторить все, что записывает микрофон.
Все нужные дополнительные регулировки доступны в фирменном ПО Enjunity. Здесь можно настроить мониторинг записи звука, изменить режимы RGB подсветки, ее скорость изменения, яркость или полностью ее отключить. После изменений настроек необходимо сохранить. В противном случае после выхода из ПО все настройки вернутся в заводские установки. Также в ПО есть описание 4 режимов работы микрофона: стерео, всенаправленный, кардиоидный и двунаправленный. Так, давайте поподробнее разберем каждый из сценариев. Вот, допустим, можно посмотреть. Первый — это диаграмма направленности, это стерео. Вот видите, здесь направление звука указывается, что запись идет с 3 сторон. Используется во время записи вокала или, допустим, игры на каких-то музыкальных инструментах. Всенаправленная — это запись со всех 4 сторон. Во время подкастов или, допустим, во время круглых столов, когда люди сидят друг напротив друга, и микрофон находится в центре и записывает разговор всех, допустим, людей со всех 4 сторон. Кардиоидная диаграмма направленности — это вот тот режим, который использую сейчас я во время подкастов, стриминга, дубляжа или также игры на инструментах. То есть это основной режим работы микрофона, когда он как бы записывает звуки только с одной стороны. То есть когда я сижу, допустим, напротив него, и он записывает только спереди. И также вот последний режим — это двунаправленная диаграмма направленности. Это личное интервью, то есть это запись во время диалога, когда сидят 2 человека друг против друга, микрофон находится между ними, и он записывает звук с 2 сторон, то есть как бы, да, ну понятно, да, то есть вот как вот указано на стрелке. Изменение режимов работы происходит при помощи переключателя, расположенного на задней части микрофона. Сейчас на экране вы видите основные характеристики микрофона. Можете поставить на паузу и ознакомиться с ними поподробнее. Я очень долго выбирал себе хороший микрофон с качественным звуком. Пересмотрел очень много обзоров, отзывов. Искал именно микрофон с простым интерфейсом, с качественным звуком. Это, конечно, не бюджетный вариант, но так как я планирую стримить, этот микрофон идеально подходит под мои задачи. И я думаю, очень будет хорошо смотреться в кадре. На мой взгляд, использовать пантограф с этим микрофоном не обязательно, потому что он достаточно чувствительный. И вот сейчас в данный момент чувствительность находится, в принципе, в середине. То есть, как вы можете видеть, то есть на центральной отметине. Звук достаточно ясный. Расстояние от меня до микрофона 60 сантиметров, может быть чуть плюс-минус там 10 сантиметров. Я думаю, что если у вас есть место на столе, вы можете не использовать пантограф, то есть не обязательно микрофон держать именно около рта. А так очень прекрасно, то есть его подставка справляется со своими задачами. Зачем лишний раз тратиться на пантограф? Итак, друзья, на этом наш обзор подходит к концу. Надеюсь, что он был вам полезен, вы узнали что-то новое, полезное для себя. Напишите в комментариях, какой микрофон у вас, довольны ли вы им, что можете посоветовать. Если у вас есть вопросы по этому микрофону, задавайте, я обязательно отвечу на них. А так, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому видео, чтобы это видео выстрелило в поиске, чтобы этот обзор увидел больше людей, а также отблагодарите меня за этот обзор. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!